Добрый день, меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. Сегодня в рамках нашей беседы о сексе и сексуальности мы коснемся, вероятно, наиболее острой темы, которая только может быть. Мы будем говорить о гомосексуальности, но не о ней самой, а об изменении отношения к ней и тому, что эти изменения означают, когда они есть. Многие десятилетия в мировом сообществе было принято обозначение однополых отношений через термин «гомосексуализм». Этот термин по своей сути является обозначением болезни, отклонений и даже нарушений закона. А вот в некоторых странах были, да и сейчас есть, юридические нормы, по которым гомосексуалов могли осудить лишь за то, кем они являются. К слову, в России такой закон был отменен сравнительно недавно, в 1993 году. Однако развитие понимания секса и сексуальности позволило здравому смыслу взять верх, и постепенно мировое сообщество стало отказываться от термина «гомосексуализм» в пользу термина «гомосексуальность». Суть этого термина совершенно иная. Гомосексуальность – это обозначение одного из спектров сексуальности и сексуальной ориентации. Вот просто обозначение, без какой-либо конспирологии и навешивания ярлыков наподобие болезни. Я решил обратить внимание на данный вопрос потому, что происходит переход восприятия однополых отношений не везде. И это, в моем понимании, напрямую связано с политическими системами и качеством жизни людей. В тех странах, где уровень жизни выше, где гражданские права и свободы являются реальной, а не декларативной целью и ценностью, там происходит отказ от оценивания сексуальной ориентации населения сквозь призму нормально-ненормально, больной-здоровый. Там, где происходит принятие вместо ненависти, жизнь становится лучше всегда. Да, в мире нет идеальных стран, и гомофобия остается проблемой для любого государства, но эта проблема тем меньше, чем больше люди имеют право на открытый общественный диалог, стремятся к нему и учатся слушать друг друга. К сожалению, современная Россия к таким странам не относится, наоборот. Все последние годы законодательство относительно однополых отношений ужесточается. Никакого общественного диалога по сути не происходит. Движение к принятию вместо ненависти фактически остановилось. Да, каждый человек вправе формировать свое понимание отношений самостоятельно, но когда государство как система является гомофобным, иметь отличную от официальной позицию трудно, а заявлять о такой позиции попросту еще и опасно. В заключение скажу, что несмотря на то, нравится кому-то или нет, считает кто-то однополые отношения болезнью или нет, такие отношения были, есть и будут. Гомосексуалы – часть реальности, они обычные люди, которые ничем не отличаются от всех остальных. Сексуальная ориентация – не мода, не выбор и не прихоть, это данность. Принятие через переход от гомосексуализма к гомосексуальности вместо ненависти и отрицания – это признак здорового общества, способного меняться и признавать свои ошибки. Я убежден, что однажды, и надеюсь уже скоро, Россия тоже встанет на путь развития и преодоления заблуждений. А на этой ноте будем сегодня разговор завершать. Я благодарю всех, кто досмотрел видео до конца, и напомню, что если вам необходима психологическая помощь, в том числе связанная с вопросами секса и сексуальности, обращайтесь. Я знаю как и умею работать с данной темой. Под видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне. А я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи!